Мир, в котором мы живем, устроен просто и нелепо, а человек, этот вечный скиталец, пытается придать ему смысл. Считая себя венцом творения, он пытается подчинить себе природу, научившись измерять ее проявления, как будто с каждым новым изобретением или открытием он приближается к разгадке всего сущего. Но есть области, скрытые от людского глаза, где время останавливается и понятия истины и лжи стираются, оставляя только темную пустоту, которую невозможно постигнуть. Мистицизм – попытка приоткрыть завесу, чтобы увидеть нечто большее, чем обыденная реальность. Погоня за теми крупицами истины, которые выходят за пределы человеческого разума, оставляя за собой лишь страх и трепет перед неизведанным. Человек всю свою жизнь ищет смысл, пытается отыскать свое место в мире, а когда сталкивается с тем, что не поддается логическому объяснению, испытывает страх. Но этот страх не враг, нет, он учитель. Он показывает, насколько тонка грань между известным и неизвестным, между тем, что мы называем реальностью, и тем, что может разрушить наше представление о ней. Когда душа встречается с трудностями, когда она погружается в неизведанные глубины своего существования, перед ней открывается тайна. Готов ли человек к этому? Вряд ли. Мы созданы для того, чтобы жить, а не для того, чтобы понимать. Но иногда жизнь и понимание пересекаются, и тогда на поверхность выходит нечто чудовищное, грозящее разрушить все, что нам дорого. Мы – гости в этом мире, и наш комфортный уклад – всего лишь иллюзия, созданная нами самими. На самом деле мы окружены тайными загадками, которые древнее нас и, возможно, переживут нас. Вот и дорога, петляющая из Токио в префектуру Гума, одна из таких загадок. Она словно нитка, связывающая старое и новое, прошлое и будущее, застывшее во времени. Проходя через глухие леса и склоны, она выглядит безобидной, но что-то в ее глубине вызывает тревогу. Существует множество дорог, но это выделяется среди прочих. Люди предпочитают ее обходить стороной, говоря, что что-то на этом пути не так. И это что-то невозможно понять, пока не окажешься на этой дороге один. Когда ночь опустится на лес, и тьма начнет обволакивать тебя со всех сторон. Машины пропадают здесь бесследно, словно растворяясь в воздухе. Водители, решившие воспользоваться этим путем, исчезают вместе со своими транспортными средствами, оставляя только пустое пространство и многочисленные слухи. Что может заставить в одиночку отправиться по этой дороге? Только жажда неизведанного и желание испытать себя перед лицом чего-то большего. А может быть, необходимость. Вот и Харуто Хахаши не смог устоять перед этой тайной. Его одолевает то же любопытство, что когда-то заставило моряков отправиться в неизведанные моря, несмотря на рассказы о чудовищах и водоворотах. Дорога, узкая и извилистая, вела через густой лес, словно стараясь увести путника вглубь своих теней. Ветки деревьев нависали над ней, образуя естественный свод, который сжимался, пока не поглощал весь свет. Казалось, что само пространство здесь подчинено иным законам, заставляя тебя чувствовать себя чужаком. Небо едва проглядывало сквозь густую листву, и даже днем тут царила полутьма. Эта дорога, словно граница между миром живых и тем, что лежит за его пределами. Путешественники рассказывают о странных видениях, о том, как будто лес вокруг оживает, когда ты ступаешь на его территорию. Звуки здесь не такие, как в других местах. Шелест листьев, хруст веток, далекое эхо, которое то и дело доносится откуда-то из глубин леса. И все это создает полное ощущение, что ты наблюдаем, что лес живет своей жизнью, и что-то здесь явно ждет тебя. Харуто Хахаши всегда был одержим идеей, что за видимой простотой мира скрывается нечто гораздо более сложное и пугающее. Среднего роста, с вечно всклоченными темными волосами и тонкими чертами лица. Он носил легкую небритость, придававшую ему вид вечного скитальца. Его темные глаза, окруженные синяками от недосыпа, светились неугасимой жаждой знания, смешанной с отчаянием. В его гардеробе преобладали темные цвета, изношенные джинсы, потертая кожаная куртка. Он выглядел как человек, который привык быть в пути и не знает, как остепениться. Работая репортером, он всегда стремился к нечто большему, чем просто сухие факты.
Хару искал истории, которые прячутся за обыденностью. Верил, что каждая вещь, каждая тень имеет свою тайну. Ему нравилось думать, что люди стремятся к простоте, прячутся от правды, боясь потерять контроль над своей жизнью. Он же, напротив, хотел открыть эти двери и заглянуть за занавес, хотя бы на мгновение, даже если это будет стоить ему рассудка. Он знал, что эта дорога – его шанс. Шанс не только сделать сенсационный репортаж, но и узнать, что же прячется в темной куще леса. Сидя за рулем своей старой, побитой жизнью и дорогами Тойоты, Хара украдкой взглянул на Кейко, сидевшую на пассажирском сиденье. Она держала камеру в руках, проверяя объектив. На ее лице был выражен тот же решительный скептицизм, что и всегда. Кейко Сугавара – противоположность Хару. Светлокожая, с короткими рыжими волосами и озорной улыбкой. Она казалась воплощением здравого смысла. Ее светло-карие глаза всегда подмечали детали, которые другие упускали. Она предпочитала видеть мир таким, каков он есть, без излишней романтики и мистики. Для нее это было всего лишь очередное задание, возможность сделать интересные снимки и понаблюдать, как Хару снова погружается в свои мрачные фантазии. «Думаешь, это действительно безопасно?» – спросила она, не отрываясь от камеры, но уголки ее губ дрогнули в намеке на улыбку. «Безопасно? Да кто ж сказал, что мы здесь из-за безопасности?» – усмехнулся Хару, и его голос звучал немного взволнованно, как у человека, который вот-вот обнаружит нечто важное. «Это шанс найти ответы, посмотреть в глаза тому, что пугает людей, и спросить «Почему?». «Ты всегда так говоришь», — пробормотала Кейко. «Но иногда я думаю, что ты просто ищешь проблемы на свою задницу». «Возможно», — согласился он, — «но если не мы, то кто? Кто-то же должен разгадывать все эти загадки». Кейко закатила глаза, но в глубине души понимала, что этот риск — то, что делает Хару таким, какой он есть. Он не мог остановиться, даже если бы захотел. Его тянуло туда, где миры соприкасаются, где границы между известным и неизвестным становятся призрачно тонкой, где искры летят. Машина въехала на заброшенный участок дороги, и их сразу же окутал плотный лес. Деревья здесь росли густо, словно пытались заслонить с собой небо. В воздухе же повис запах сырости и чего-то древнего, как будто здесь никогда не ступала нога человека. Кейко заметила, что навигатор внезапно потерял сигнал, а радио зашипело, выдавая лишь шум. Она достала карту и попыталась сориентироваться, но линия дороги на бумаге выглядела иначе, как будто пыталась ускользнуть от ее взгляда. «Ты уверен, что мы на правильном пути?» – спросила Кейко, ощупывая карту взглядом. «Нет, но это же интересно, правда?» Хару улыбнулся, и его глаза блеснули. «Интересно, да-да. До тех пор, пока ты не окажешься в ловушке», — пробормотала она, снова глядя на дорогу впереди. Хару, напротив, был захвачен происходящим. Его сердце колотилось в груди. Каждый нерв был напряжен. Это место. Не просто лес, нет. Это что-то другое. Он чувствовал, как лес смотрит на него, наблюдает, ждет. Он знал, что этот момент важен, что если он отступит сейчас, то никогда не найдет ответа на свой вопрос. «Слышишь?» Хару выключил двигатель, и их окружила абсолютная тишина. «Ничего не слышу», — отозвалась Кейко, напрягаясь. «Именно это меня и беспокоит». Они вышли из машины. Лес вокруг был настолько густым, что свет не проникал сквозь его кроны. Воздух был густым, влажным. Он сжимался вокруг, словно пытаясь вытолкнуть их обратно. Хару достал камеру и начал снимать, ощущая, как его захватывает чувство чего-то важного. Его ладони вспотели, а сердце стучало в ушах. Он обернулся к Кейко, но ее взгляд был прикован к земле. «Посмотри на это», — тихо произнесла она, указывая на следы. На земле виднелись свежие отпечатки шин, словно машина внезапно остановилась и исчезла. Хару ощутил, как внутри него поднимается волна ужаса. Они прошли по следам, но те обрывались внезапно, как будто машину вырвало из реальности. Он поднял взгляд на лес и понял, что дорога вокруг изменилась. Она стала узкой тропинкой, которую раньше он не замечал. Деревья вокруг были старые, с изломанными ветвями, и их корни тянулись к дороге, как змеи, пытаясь заполучить ее. «Мы должны идти дальше», — прошептал Хару, сам не зная, кому адресует эти слова — себе или Кейко. Его захлестнула смесь страха и любопытства.
впереди их ждало нечто, что таилось за гранью понимания, и он был готов рискнуть всем, чтобы знать, что именно. Лес затаился, будто ждал, когда они сделают следующий шаг. Но был ли это шаг проявлением смелости или безумия? В этом и заключалась загадка. Как далеко может зайти человек, чтобы видеть лицо неизведанного? Они шли по тропе, которая все глубже вела их в сердце леса. Хару чувствовал, как каждый шаг отзывается эхом в голове, словно он пробирается по давно забытому чужому миру. Кейка же, обычно уверенная в себе, сейчас шла осторожно, бросая быстрые взгляды по сторонам. Вся техника, которую они взяли с собой, странным образом не работала. Камеры, навигаторы и даже часы остановились. Здесь время словно потеряло свою власть, подчиняясь иной воле. Тропа вывела их на маленькую поляну, в центре которой стоял старый камень с высеченными на нем странными символами. Они выглядели древними, как будто их вырезали сотни лет назад. На камне были изображены спирали, круги и человеческие фигуры, искаженные до неузнаваемости. Хару приблизился, не сводя глаз с камня. Его пальцы дрожали, когда он протянул руку и коснулся гладкой поверхности. Камень оказался теплым, как будто в нем пульсировала жизнь. «Что это такое?» – прошептала Кейка, ее голос дрожал. Она смотрела на камень, ощущая необъяснимую тягу и страх. Она инстинктивно потянулась к камере, чтобы сделать снимок, но что-то внутри нее остановило ее. «Это как будто древний алтарь», — сказал Хару. Его голос был хриплым, как будто что-то сжимало горло. «Место силы или, возможно, место поклонения?» Он посмотрел вокруг и увидел, что деревья вокруг поляны образуют странный круг, как будто склоняясь к камню, отдавая ему дань. Лес здесь был мертвый. Никакого звука, ни единого движения. В воздухе повис запах гнили и земли. Хару почувствовал, как волосы на его шее стали дыбом. Было ощущение, что они не одни. Вдруг, с другой стороны поляны, Хару заметил что-то блестящее. Он подошел ближе и увидел, что это старый, проржавевший автомобильный номер. Серебристые буквы были едва различимы, но их можно было прочесть. Это был номер одной из пропавших машин. Ощущение ужаса пронзило его, как холодный нож. Он поднял номер, и его пальцы ощутили что-то липкое, как смола, покрывавшая металл. Это была не грязь, нет, это было что-то другое. Он посмотрел на Кейка, и в ее глазах прочитал тот же страх. Внезапно он почувствовал, что они были обмануты, затянуты в ловушку, и что лес наблюдает за ними, ожидая чего-то. «Кейка, мы должны уйти», — сказал он, пытаясь сохранить спокойствие в голосе, но слова прозвучали сухо и глухо. «Здесь что-то не так». Кейка смотрела на камень, словно завороженная. Внезапно она шагнула вперед, протягивая руку к символам. Хару хотел остановить ее, но не смог двинуться, как будто невидимая сила удерживала его на месте. Кейка коснулась камня, и в этот момент лес вокруг них стал изменяться. Деревья начали искажаться, превращаясь в изогнутые, уродливые формы. Ветви, казалось, стали вытягиваться к ним, как руки, тянущиеся к их душам. Лес ожил, но не в буквальном смысле. Их окружала тьма, плотная, липкая, как живое существо. Хару почувствовал, как земля под ногами начала дрожать, а из глубины леса донесся странный звук. Глухой, тянущийся, как эхом доносящийся крик. Внезапно из-под камня стала сочиться густая, черная жидкость, похожая на смолу. Она растеклась по земле, медленно, но неумолимо приближаясь к ним. Хару ощутил страх, какого не знал раньше. Это было ощущение, что их тела и души сейчас станут частью чего-то злого и голодного. «Уходи!» — крикнул он Кейка, но она будто не слышала его. Она смотрела на черную жидкость, завороженная, как мотылек, тянущийся к огню. Ее лицо стало бледным, как мрамор, глаза расширились от ужаса и странного восторга. Хару подбежал к ней и схватил за руку, пытаясь оттащить прочь. Но что-то удерживало ее, тянуло к камню. На поверхности этой странной жидкости стали проявляться образы. Нечеткие, размытые, как отражение в темной воде. Это были лица, искаженные гримасами боли и отчаяния. Он узнал их. Это были те, кто пропал на этой дороге. Их души были здесь, заперты в бездне в этой черном зеркале.
Кейка закричала, и ее крик разорвал тишину. Она вырвалась из его рук и бросилась назад, падая на землю. Ее глаза расширились, когда она поняла, что видит перед собой. Это было не просто место. Это было живое существо, древнее и жестокое, которое веками поглощало тех, кто осмелился нарушить его покой. Лес, этот камень, все было частью него, частью ловушки, созданной, чтобы питаться страхом и жизнью тех, кто заходил слишком далеко. «Это не дорога», – прошептала Кейка, ее голос дрожал. «Это нечто большее. Это как врата, место, где реальность становится иллюзией». Хару почувствовал, как холод проникает в его тело, сковывая его движение. Он смотрел на черную жидкость, которая теперь вытягивалась к ним, словно протягивая руки, чтобы схватить и утащить в глубины леса. Он понял, что это был не просто лес и не просто исчезновение. Это было нечто древнее, что жили в этих местах задолго до того, как здесь появились люди. Мы не должны были сюда приходить», — сказал он, чувствуя, как страх сжимает его сердце. «Это место, оно не для нас». Они стояли перед неописуемым, но оживленным ужасом, понимая, что оказались в ловушке. Их души были на пороге неизвестного, и дорога назад уже не существовала. Здесь, в этом лесу, на этой древней поляне, они столкнулись с тем, что невозможно было даже описать словами – древним злом, которое жило в тенях и питалось страхом тех, кто пересекал его границу. Это древнее место когда-то служило для обрядов и жертвоприношений, для связи с иными мирами. Люди, которые здесь жили века назад, открыли врата и связали свой мир с чем-то зловещим и древним, с сущностью, которая не имела формы, но имела жажду. Жажду душ, эмоций и страха. Когда они поняли, что освободили, то покинули это место, но врата остались. Лес стал сторожем и одновременно ловушкой для тех, кто случайно или намеренно приближался к этой границе. «Это не просто исчезновение», — произнес Хару, с трудом находя слова. «Это поглощение, что ли. Это место заманивает людей, и когда они подходят слишком близко, их сущность, их души затягиваются в это иное измерение. А тела остаются здесь, но искаженные, как оболочки, лес питается ими». Он почувствовал ледяной холод, проходящий по его позвоночнику. Машины и водители пропадали, потому что попадали в этот разрыв между мирами. Они становились частью этого странного, извечного ритуала. Их страх и страдания питали эту сущность, делая ее сильнее, позволяя ей продолжать свое существование на границе реальности. «А машины?» — спросила Кейка, ее голос был почти безжизненным от шока. «Они не исчезают», — сказал Хару, озираясь вокруг. «Они просто меняются, становятся частью леса. Лес. Он поглощает все, что входит в его пределы, и возвращает это в измененном виде. Он использует материалы, металл, стекло, как часть своей ловушки». Кейка вдруг осознала, что некоторые деревья вокруг искажены и неестественно изуродованы. Корни, похожие на изогнутые металлические детали. Листва с отблеском, как стеклянные осколки. Машины не просто исчезали, они стали частью леса, частью этой ужасной иллюзии. Лес переваривал их, вбирая в себя их материальную сущность, чтобы поддерживать свое существование. Теперь стало ясно, почему здесь никогда не находили останков. Существа или силы, обитающие здесь, не оставляли следов. Они забирали все, оставляя лишь пугающую тишину и смутное ощущение потери. Хару посмотрел на Кейко, и в ее глазах читалась смесь ужаса и понимания. Они были слишком близко, они зашли слишком далеко. Лес начал вплетать их в свой узор, и если они останутся здесь, то станут его частью. Их страхи, их тела и души превратятся в элементы этого страшного пейзажа, который тянулся за пределы реальности. «Мы должны выбраться отсюда, пока не поздно», — сказал он, и его голос прозвучал как шепот на ветру. Лес был не просто местом, а существом, которое притаилось между мирами. Он заманивал путников, заставляя их сталкиваться с собственными страхами, и затем поглощал их, превращая в часть себя. Дорога была не просто дорогой. Она была ловушкой, вратами, ведущими к искаженной реальности, где царил иной закон.
закон древней сущности, которая существовала за гранью понимания. И теперь Хару и Кейка должны были найти способ выбраться, пока не стали частью этой вечной, голодной тьмы. Они бросились обратно к тропе, откуда пришли, но лес казался иным, более плотным и запутанным. Деревья сжались вокруг них, словно стараясь задержать, не дать уйти. Каждое их движение отзывалось хрустом веток под ногами, а сердце колотилось в гуле полной тишины, которая окружала их с самого начала. Время здесь, казалось, потеряло свою силу. Они не знали, сколько прошло минут или часов, пока они петляли по тропе, не находя выхода. Пробиваясь сквозь гущу, Хару вдруг понял, что сама дорога исчезла, как будто лес решил убрать ее, оставить их здесь, в этом безвременном пространстве. Он схватил Кейка за руку, чувствуя, как паника поднимается в груди, но не произнес ни слова. Они молча шли вперед, зная, что остановка означала бы конец, сдачи в плен этой древней, жадной сущности. Спустя некоторое время они вдруг увидели что-то впереди, знакомую вспышку света, блеск металла. Сердца их замерли в надежде и страхе. Перед ними оказалась их собственная машина, стоявшая там, где они ее оставили. Но вид машины был искаженным, как будто ее тень наложилась на реальность. Линии кузова были размытыми, и Хару почувствовал, как холод пробирается к сердцу. Машина оказалась не их собственной, а чем-то вроде фантома, иллюзии, что ли, которую лес оставил для них. «Это наш шанс», — прохрипел он, затаскивая Кейка внутрь, хотя и знал, что это ловушка. Он чувствовал это каждой клеткой, но выбора не было. Они запрыгнули в машину, и Хару сразу же повернул ключ зажигания. Двигатель завелся с неестественным глухим звуком, как будто был утоплен в воде. Фары осветили дорогу впереди, и они увидели узкую тропу, ведущую прочь из леса. Хару нажал на педаль газа, и машина рванула вперед, вырвавшись из мертвого оцепенения, в которое их погрузил лес. Свет фар прорезал тьму. Лес словно расступался перед ними, обнажая дорогу. Они мчались, не разбирая пути, ведомые лишь отчаянием и страхом, но все же ощущая, как внутри них загорается слабая искорка надежды. Может быть, они успеют. Может быть, ему удастся вернуться в свой мир, оставив за спиной этот жуткий кошмар. Но чем быстрее они ехали, тем больше чувствовали, что что-то тут не так. Вокруг не было привычных ориентиров. Деревья все так же изогнуто следили за ними своими кривыми ветвями. И небо. Небо оставалось черным без единой звезды. Впереди была только тьма, которая поглощала свет фар, и дорога, которая могла вести куда угодно, но не назад в их мир. Внезапно перед ними возник яркий свет, и дорога словно раздвинулась, открывая выход. Хару ощутил прилив облегчения и рванул вперед, надеясь, что это спасение. Машина вылетела из леса, и в тот же миг их ослепил свет. Хару резко затормозил, и тишина поглотила их. Когда глаза привыкли к свету, Хару и Кейка осознали, что находятся на обочине той самой дороги, с которого начиналось их путешествие. Они сидели в машине, тяжело дыша, глядя на дорогу перед ними, которая вела обратно в город. Но что-то было тут не так. Они почувствовали, что что-то изменилось. Они обернулись и взглянули на лес, который все так же стоял позади них, молчаливый и спокойный. Хару увидел свое отражение в зеркале заднего вида и почувствовал, как его сердце замерло. Его лицо было другим, искаженным, непропорциональным, словно бы оно не принадлежало ему. Он взглянул на Кейка и увидел то же самое, изменение в ее чертах. Словно они стали иными. Но видел это только Хару. Они не вернулись. Или, вернувшись, не смогли сохранить себя. Лес забрал их часть, оставив пустые оболочки, измененные и искаженные. Они были теперь не просто людьми, но и частью этой древней дороги, ее пленниками. Поняли ли они, что случилось? Были ли они еще с собой? Хару медленно выдохнул, чувствуя, как все вокруг него становится чуждым, незнакомым. Он взглянул на дорогу, ведущую в город, и понял, что они больше не смогут вернуться к прежней жизни. Лес отпустил их, но оставив в них свою печать, свою часть, которая теперь навсегда будет жить в их душах.
Они обменялись взглядами, в которых не было ни слов, ни мысли, только осознание. Они стали частью той самой тайны, которую пытались разгадать, и теперь они сами были частью этой дороги, того леса, который зовет и манит других, обещает то, что никто никогда не сможет понять. Как описать то, что выходит за границы человеческого понимания? Хару и Кейко вступили на территорию, где логика и здравый смысл уступают месту необъяснимому, где мир разделен не четкими границами, а зыбкой пленкой, отделяющей нашу реальность от чего-то чуждого и древнего. Это место никогда не было просто дорогой, оно было вратами, перекрестком миров, где обыденность уступает место ужасающей неизбежности. Можно ли обвинять их в том, что они пошли туда? Человеческая природа тянется к загадкам, к неизведанному, как мотылек к огню, и редко осознает, что цена знаний может быть слишком высокой. Лес знал, как играть на самых потаенных страхах и желаниях, завлекая и поглощая души, используя свое любопытство как щит против мира, в котором они чувствуют себя потерянными. Как давно эта дорога начала свой жуткий промысел? Сотни лет назад, когда здесь совершались древние обряды, или с самого сотворения мира, когда сущность леса выбрала себе это место для охоты. Может быть, время здесь не имеет значения, и эта дорога всегда была и будет, оставаясь неизменной, поглощая души тех, кто слишком близко подошел к истине, которую не должен был узнать. Может, то, что случилось с Хайро и Кейко, это предостережение для всех нас, что существуют места, которые не следует тревожить, и тайны, которые лучше оставить неразгаданными. Не каждый вопрос требует ответа, не каждый секрет стоит того, чтобы его раскрывать. В нашем стремлении к познанию мира мы забываем, что есть вещи, которые существуют вне нашего понимания, которые просто есть, и этого достаточно. Их судьба – это предупреждение. Даже если кажется, что они вернулись, они уже никогда не станут прежними. Лес забрал что-то важное, какую-то часть их самих, и в пустоте, оставшейся после, поселился холодный ужас. Теперь они сами стали частью дороги, вечной загадки, влекущих к себе новых путников, обрекающих их на ту же судьбу. Это как болезнь, передающаяся через прикосновение, заражающая каждого, кто решится ступить на эту территорию. Ужас этого места не в монстрах или в привидениях, он в том, что граница между реальностью и бездной тонка, и иногда достаточно одного шага, чтобы все изменилось. Что может быть страшнее, чем потерять себя, стать пленником места, которое питается твоим страхом, твоей жизненной силой, быть живым, но не собой, оказаться в ловушке навсегда? Вопрос, который остался без ответа, что увидел Хару, глядя в зеркало? Была ли это его душа, искаженная и оскверненная прикосновением леса? Или это что-то более глубокое, что-то, что всегда жило и было в нем, скрываясь под поверхностью? Возможно, лес всего лишь показал ему правду, которую он так отчаянно искал, но которая оказалась ужаснее любого кошмара. Теперь каждый, кто проедет по дороге из Токио в префектуру Гума, должен знать, лес зовет. Он тянет к себе, манит обещанием ответов и разгадок. Но цена за это слишком высока. Он не отпускает, даже когда кажется, что вырвался из его объятий. Он оставляет свой след, свою тень в душе, которая будет жить там, расти и однажды заберет с собой все, что у тебя есть.